Привет, друзья! Сегодня подробно рассмотрим технику барре. В частности, на этом уроке мы должны научиться прижимать первым пальцем одновременно 6 струн. Послушаем пьесу. Итак, ближе к концу произведения на протяжении целого такта необходимо будет прижимать первым пальцем одновременно 6 струн на первом ладу. Техника усложнится тем, что одновременно с барре необходимо будет постоянно прижимать вторым пальцем третью струну, а также на мгновение, на 3 ноты, четвертый палец прижмет первую струну. В целом это будет непростой прием. Поэтому, если сначала такая техника для вас будет очень сложной, рекомендую поиграть ряд следующих упражнений. Первое упражнение – это арпеджирование 4 струн, прижатых приемом барре. Начнем с 5-го лада. Таким образом, прижимая барре на каждом ладу, играем по 2 арпеджио с 5 по 1 лад. Несложно догадаться, что в следующем упражнении мы увеличим нагрузку, захватив и 5-ю струну тоже. Ну и в последнем упражнении, конечно же, добавим 6-ю струну. Обратите внимание на то, что при игре барре первым пальцем, в случае, когда второй палец свободен, он может помочь первому пальцу прижимать все струны. Если при игре барре у вас быстро устает рука, обязательно отдыхайте. Не беспокойтесь, со временем мышцы приходят в тонус, и барре играть становится все легче и легче. Ну а теперь возьмемся за разбор замечательной пьесы, которую написал знаменитый гитарист-композитор Франциско Таррега. Как и предполагалось, начиная с 11-го урока, я буду подробно рассматривать только сложные ритмические или технические структуры. По прошествии 10 уроков вы должны были научиться самостоятельно разбирать большую часть несложного текста. Поэтому в ходе разбора нового произведения я буду давать важные подсказки и акцентировать внимание на тонкостях исполнения тех или иных техник.
Сразу же разберем технику игры правой рукой, так как она абсолютно одинакова для каждого такта до конца пьесы. Соответственно, порядок пальцев в правой руке записан только в первом такте. Первые три ноты в каждом такте, начиная с баса, мы будем исполнять пальцами P и M. Причем пальцы И, М всегда будут играть на третьей и второй струне. Затем мы играем три одинаковых блока арпеджио на первой, второй, третьей струне пальцами А, М, И. То же самое до конца такта. А, М, И, А, М, И. Исключением будут всего лишь два такта. Последний такт первой части и последний такт всего произведения или второй части. Здесь мы будем использовать технику П, И, М, А, М, И. И еще раз сыграем бас пальцем П, то есть большим пальцем правой руки. Теперь общая подсказка для техники левой руки. В каждом такте первые 6 нот будут составлять один аккорд. То есть пальцы левой руки будут приготовлены заранее, и по ходу исполнения арпеджио их не нужно будет передвигать или убирать. Следующие три ноты будут немного видоизменять аккорд. Будет обычно добавлена одна нота, прижатая другим пальцем, который еще не был задействован в предыдущем арпеджио. И последние три ноты каждого такта будут дублировать второй блок из трех нот. За исключением третьего такта пьесы, а также предпоследнего, где последний блок из трех нот будет уже самостоятельным аккордом. Хотя с точки зрения гармонии это видоизменение первоначального аккорда такта. Итак, в первом аккорде нам необходимо прижать ноту до на пятой струне. Также нота до на второй струне прижимается. Исполняем арпеджио из 6 нот. Затем к этому аккорду, не убирая пальцев левой руки со струн, прибавляем четвертым пальцем ноту соль на первой струне. Играем арпеджио из 3 нот на первой, второй и третьей струнах. В последнем блоке четвертый палец убирается, и эти три ноты звучат точно так же, как блок из 3 нот в этом месте такта. Во втором такте сразу же повторение, естественно, первого такта. В третьем такте прижимаем на шестой струне обязательно вторым пальцем ноту соль. Также прижатой будет нота ля четвертым пальцем на первой струне. Затем четвертый палец сыграет ноту соль, а затем первым пальцем необходимо будет сыграть ноту фа на первой струне. Обратите внимание, что в этом такте очень сложно выдерживать басовую ноту до конца. Поэтому с середины такта здесь для басового голоса написана половинная пауза с точкой. Это значит, что в момент исполнения ноты соль четвертым пальцем на первой струне бас можно убрать. Четвертый такт повторяет первый. В пятом такте прижимаем на третьей струне четвертый лад, на второй струне третий лад, обязательно вторым и первым пальцем, играем арпеджио из 6 нот, затем добавляем ноту соль диез
на первой струне на четвертом ладу. Играем блок из 3 нот, отпускаем соль диез, опять появилась нота ми на первой струне открытой. В следующем такте прижимаем барре на 5-м ладу на 3 струны. После блока из 6 нот добавим ноту до на первой струне на 8-м ладу. Ну а для арпеджио из последних 3 нот, естественно, до убираем. Возвращается нота ля на первой струне на 5-м ладу. В 7-м такте аккорд, который вам уже знаком, прижимаем на 3-й струне на 2-м ладу ноту ля, на 2-й струне ноту до на 1-м ладу и на 2-м ладу ноту фа диез на 1-й струне. На время звучания этих 3 восьмых вместо фа диез нужно прижать 4-м пальцем ноту соль на 3-м ладу. В заключительном такте первой части прижимается нота соль 3-м пальцем на 6-й струне и нота соль 4-м пальцем на 1-й струне. Также в этом такте нам необходимо посчитать время последней длительности. Это половинная с точкой. Половинная с точкой содержит в себе 6 восьмых. Естественно, каждый такт делится в этой пьесе на 12 восьмых. Но с самого начала до конца такта очень неудобно считать до 12. Поэтому лучше разделить каждый такт пополам и считать до 6. Например, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Таким образом, в последнем такте первой части посчитать нужно будет на 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вторая часть начинается с аккорда, где мы прижмем на 6-й струне 3-й лад, нота соль. На 1-й струне прижата нота фа на 1-м ладу. Далее на мгновение прижимаем ноту соль на 3-м ладу 1-й струны и возвращается нота фа. Следующий такт с точки зрения техники очень интересный. Здесь, так же как и в первом такте, необходимо прижать на 5-й струне ноту до, на 2-й струне тоже ноту до. Но после того, как будет сыграно арпеджио из 6 нот, нужно будет прижать малое барре всего лишь на 2 струны 1-м пальцем. Таким образом, в этом блоке из 3 нот будут зажаты одновременно 1-м пальцем нота фа и нота до на 1-й и 2-й струне. Естественно, последние 3 ноты опять видоизменяют аккорд. Мы убираем барре и остаются 2 открытых струны и прижата только нота до на 1-м ладу 2-й струны. В следующем такте на 5-й струне прижата нота си на 2-м ладу, на 3-й струне нота ля тоже на 2-м ладу и 4-м пальцем прижимаем ноту фа диез на 2-м ладу 1-й струны. После блока из 6 нот играем тоже 4-м пальцем ноту соль на 3-м ладу 1-й струны. В конце возвращается нота фа диез
на втором ладу. Хочу напомнить правило случайных знаков альтерации. Случайные знаки альтерации действуют на определенную ноту до конца такта. Например, в этом такте фа диез. Это означает, что и эта нота фа тоже диез. Следующий такт, пожалуй, самый простой в этой пьесе. Блок из 6 нот исполняется на открытых струнах, затем на первой струне вторым пальцем играем ноту фа диез и опять 3 открытых струны. В этом такте зажимаем барре на все 6 струн на первом ладу. Также на третьей струне прижимаем ноту ля на втором ладу. На время звучания этих трех нот прижимаем ноту соль на первой струне на третьем ладу, обязательно четвертым пальцем. В конце возвращается нота фа на первом ладу, она прижата первым пальцем приемом барре. Если вам не удается длительное время качественно сыграть этот такт, я предлагаю вам его немного изменить, облегчить технику исполнения для того, чтобы пьеса звучала цельно, вы не останавливались и не испытывали технических сложностей. При этом, постепенно совершенствуясь в упражнениях, которые мы разобрали в первой части урока, вы сможете довести до ума технику барре и в будущем исполнять так, как это написано в оригинале. Итак, пример следующий. Вместо ноты фа на шестой струне мы будем играть на пятой открытой струне ноту ля. Таким образом, в этом такте нам необходимо будет прижимать барре всего лишь на 2 или на 3 струны. Естественно, все ноты, кроме баса, останутся теми же. Следующий такт точно такой же, как 10-й такт пьесы, за исключением басовой ноты. Здесь мы прижимали на пятой струне ноту до, в данном случае на шестой струне на том же третьем ладу прижимаем ноту соль. Предпоследний такт пьесы точно такой же, как третий такт. Ну и в последнем такте мы используем те же 6 нот, как были в первой половине первого такта или второго такта. Этот отрывок встречался уже много раз в этой пьесе. После арпеджио из 6 нот мы играем еще раз бас до на пятой струне на третьем ладу.
Не забываем поставить лайк после просмотра видео. Я жду ваших комментариев. Пока!